Приветствую вас, мои ласточки! С вами снова Алла Касаткина и проект «Ладная я». Ссылочка на сайт вот. А мы сегодня с вами поговорим об одном очень важном секрете счастливой семейной жизни. Потому что чаще всего отношения в семье, если они длятся несколько лет, особенно когда уже появились дети, постепенно сходит на нет яркость эмоций, постепенно на нет сходит степень контакта и близости между партнерами. И что получается? Муж и жена превращаются в соседей по квартире, в соседей по постели. И как они друг другу не признаются, но жалуются своим друзьям и подругам, мы стали просто соседями. Потеряла интерес, мне стало скучно с ним, с ней, что-то меня не зажигает. И тогда начинается, либо у женщины копится недовольство, она начинает побольше претензий предъявлять своему мужу, либо мужчина ищет развлечения на стороне и чаще всего их находит, а развестись они не могут. Почему? А потому что дети, квартира, долго делить, есть что терять, и вообще куда я пойду, пусть сволочь содержит меня, потому что я отдала лучшие годы. Начинается вот вся эта катавасия. А на самом-то деле, чтобы вернуть интерес, чтобы что-то хорошее получалось, закладывать фундамент надо немножко раньше. Но даже если вы уже почти дошли до состояния, когда мы соседи по квартире, ситуацию можно и нужно исправлять. Почему я вам об этом говорю? Я психолог. Напоминаю для тех, кто не знает, меня зовут Алла Касаткина. Я почти 20 лет работаю с женщинами, помогая им быть счастливыми и любимыми. Ссылка на сайт вот. Подарок для вас, курс «Секреты счастливых женщин» есть в описании этого видео. Переходите по ссылке, подписывайтесь и получайте. Если вы не подписаны на канал, жмите красную кнопочку, будете с нами в нашей теплой компании. Ну и ваши лайки и комментарии – это дань вежливости и благодарности YouTube. Давайте будем вежливыми и благодарными за то, что нам дали встретиться на этой площадке. А мы с вами разбираемся, в чем же этот такой большой, важный секрет. Знаете, пока я не стала психологом, я всегда восхищалась отношением в семье своих бабушки и дедушки. Как-то так получалось, что дедушка возвращался, он вахтовым методом работал неделю, на выходные приезжал домой, дома 4 сыновей маленьких были, бабушка рассказывала, и потом я маленькая видела уже это. Дед привозил какие-нибудь бабушке все время сюрпризики. Обязательно были какие-нибудь истории вечером за чаем, а помнишь вот это, а помнишь вот это. В дом приглашались гости, что-то было интересное. Дед любил радовать бабушку. Ну как же, она же должна улыбаться, ей так хорошо идет улыбка. И я не понимала тогда, что это такое, в чем причины. Но когда начала работать уже с клиентками как психолог и поняла, что вот эти маленькие радостные ситуации, радостные моменты, они склеивают семейную жизнь и создают вот это вот счастье, которое хочется и кажется, что оно длится вечно. А когда смотришь на это со стороны, кажется, вообще людям просто повезло. Что же это за моменты? Маленькие радостные моменты. Всегда есть какой-то момент, когда мы можем сказать всем делам, и пусть они подождут, как в рекламе говорится, и сделать что-то, сесть, попить вместе кофе или чай, просто поболтать о чем-то, вспомнить что-то, я не знаю, запланировать какую-то поездку, полюбоваться закатом. Не надо каждый день ездить смотреть этот закат. Но если вы даже раз в 2 месяца или раз в полгода поедете полюбоваться закатом, посмотреть новый парк вдвоем, именно вдвоем, не с детьми, не с родственниками, а только вы и ваш мужчина. И тогда постепенно собираются вот эти вот радостные моменты. Они никогда не случаются сами по себе. Сразу хочу сказать любителям волшебных таблеток и чудес. Они никогда не случаются сами по себе. Их надо планировать, об этом надо помнить. Потому что когда вы помните, что для вас важны отношения, а не перемытая, переглаженная гора посуды, а потом неблагодарные родственники, которые приперлись с улицы и в грязной обуви пошли, потому что они забыли в комнате телефон или надо что-то срочно поискать на балконе, и вы бросаетесь 2 раз перемывать полы. Бывает и такое. Или когда вы работаете сутками и не видите ни своих детей, ни своего мужа, никого и ничего. Остановите эту гонку, остановите это колесо для хомячка. Оно не приносит радости, оно крутится каждый день, пока вы в нем бегаете. Но когда вы будете иногда выходить из этого колеса, выгуливать себя,
смотреть что-то хорошее вместе, чтобы вам было вспомнить, вспоминать любимые анекдоты, ходить вместе в кино иногда. Да, просто пойти вместе, посидеть в кафешке, поесть мороженого или любимый тортик. Это будет все давать вам как раз возможность потом вспоминать, не сколько раз он не выбросил мусор, где он забыл вас поздравить с днем рождения, потому что когда, между прочим, у вас много радостных таких моментов, он всегда будет помнить о вашем дне рождения тоже в том числе. Никогда он не отвез вас к маме на дачу или еще какие-то вещи, которые, когда женщина, не имея радости в семье, начинает копить что? Начинает копить недовольство. Поэтому, мои хорошие, хотите счастливой семейной жизни, копите радостные моменты. Тогда вам всегда будет о чем вспомнить. Тогда на вопрос, а почему ты еще до сих пор с ним, вы будете говорить, вы что, мне так повезло, у меня такой муж хороший. И будете знать, за что сказать, что он хороший. Потому что у нас с ним то, у нас с ним это, у нас пятое и десятое, будет что-то, что вас объединяет. Тогда все женщины, девочки и прочие охотницы за чужими мужьями будут обходить стороной ваш дом. И вы будете точно знать, что мой-то всегда будет со мной. Поэтому, мои хорошие, желаю вам от всей души счастья, любви. И помните, хотите, чтобы ваша семейная жизнь была долгой и радостной, планируйте эти маленькие радостные моменты. Тогда они будут соединять вас с вашим избранником и оставлять после себя хорошие, светлые воспоминания и создавать ту ценность, как раз и есть в семейном очаге. И тогда туда хочется стремиться. А с вами была Алла Касаткина. Жду ваших комментариев, историй. Поделитесь обязательно, если вам есть о чем рассказать. А мы с вами встретимся в следующем видео. Пока-пока, мои ласточки.